Итак, друзья, я всех приветствую, и это будет не обзор на мышку Attack Shark X6, а как бы опыт использования. Мышка достаточно классная, мне она очень нравится, она легкая, несколько режимов, у нее прикольная док-станция магнитная, вот такого плана. Заряжать ее можно, и можно и по кабелю, кабель сюда подключается, можно сюда донгл или донгл компьютер поставить. Замечательно! Ах, ребята, вы гении! Суть не важна, как бы. Вот в ней есть один минус, который часто возникает и в других мышках, это скрипт ПКМ, ЛКМ. Что за бесовщина? И сейчас я вам расскажу, как решить эту проблему. Ее нужно будет разобрать, но я ее разбирать не буду, так я уже разбирал ее неоднократно, не хочу снимать глайды с мышки. И я вам приготовил там макетик небольшой и расскажу вам, как решить. Так, в принципе, все по мышке мне нравится. Вообще идеально легкая, удобная. Мне под руку подходит такая мышка. Смотрите, вот такую вот приблуду придумал. А почему бы и нет? Это ваша кнопка, это ваш корпус. Вот ваша кнопочка, ваш корпус. Неужели нельзя без этих фокусов? В корпусе, когда вы разберете, будет отверстие, и кнопка, она проходит через отверстие и нажимает на механизм, который... И вся суть, вам нужно разобрать ее. Можно будет снять эту кнопку, но очень аккуратно, потому что там ее можно сломать в месте крепления, чтобы не погнуть ее сильно. Смекаешь? Когда разберете мышку, вот у вас будет такой корпус полностью от нее, и вот в таком состоянии. Вам нужно влево или вправо взять свою клавишу и понажимать. Уже когда будет разобранная. Влево нажимаете, вправо нажимаете. Неважно, ПКМ, ЛКМ у вас скрипит, потому что у меня скрипело так, что я сквозь наушники даже слышал. Это просто так раздражало. Я ее смазывал несколько раз. Хватает на несколько дней, но максимум на неделю помогает. Короче, суть в чем? Вы влево нажимаете, вправо, и вы понимаете, в какую сторону. Если вот, к примеру, влево вы нажали и начинаете нажимать, повернули немножечко, и слышите этот скрип, или вправо. Что вам нужно будет сделать? Кто-нибудь может объяснить? Вам вот такой вот нож не подойдет, он слишком большой. Не знаю, может кто-то справится, но я не рекомендую. Можно попробовать таким маленьким ножом. Тут лезвие поуже, коротенькое у меня уже осталось. Я рекомендую вот такой вот нож. Не будет аккуратно, можно срезать. Там совсем чуть-чуть нужно будет срезать. Мои руки чисты. Какая суть? Вы срезаете на вот этом вот ушке, с той стороны, где притирает. Можно с двух сторон, совсем чуть-чуть, там вообще микрончик какой-то. Потому что, скорее всего, я думаю, что из-за литья на заводе какие-то, может быть, смещения стандарта, не знаю, что происходит, оно притирает. Или тут, вы тут срезаете немножечко, как я сделал. Я сделал сразу и там, и там. И тут срезаете, где будет у вас скрипеть. И на самом корпусе, в этом отверстии, вы тоже срезаете очень мало. Совсем чуть-чуть там вообще. И потом вставляете обратно и проверяете. Можно, конечно, не снимая это все в таком положении, там срезать, не знаю. Постарайтесь как-то не поломать свою мышку, потому что это хрупкая. Я думаю, что на мышках из углеволокна такое не происходит. Такой скрип не появляется. Вы срезали все, поставили на место и опять же влево проверяете, вправо проверяете. Если перестало скрипеть, можете даже немножко смазать. Это так, чисто для вашего спокойствия. Да, конечно, конечно. И в принципе вы решили свою проблему. Я в интернете искал, не находил, не знаю, может быть плохо искал. Сам пришел к этому решению, хочу с вами поделиться, потому что много видео в интернете ходит о том, что мышка скрипит, ПКМ, ЛКМ. Это не в механизме в самом, не в самой кнопочке, свечей, или как он там называется. Это именно в пластике. Вы это срежете и забудете. Я полгода уже мышки, месяц, через несколько недель она начала скрипеть. Я сначала баловался, смазывал, потом разобрал ее и решил этот вопрос, и все. Запах правды. Полгода мышка без проблем, никаких скрипов, писков и все остальное. Так что пользуйтесь лайфхаком, всем удачи. Было прекрасно.
Ставьте лайки, подписывайтесь, там, комментируйте, может кому-то что-то подскажу. Всем удачи, хорошего дня. Да.